Всем привет! Сегодня приготовим 5 разных сладких пирогов. Первым приготовим осенний пирог с грушами. Пирог легко готовится и получается очень вкусным и ароматным. 3 яйца разбиваем в миску и сюда же насыпаем 150 грамм сахара. Все взбиваем примерно 2-3 минуты. Во взбитые яйца добавляем 100 грамм растопленного сливочного масла. Опять все немного взбиваем. В тесто добавляем часть муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Все перемешиваем. Следующим заходом добавляем остальную муку. Всего понадобится приблизительно 180-200 грамм муки. Тесто должно быть не сильно густым и стекать с венчиков. 4 груши среднего размера разрезаем на 4 части и вырезаем серединку. Каждую четвертинку груши разрезаем еще на 3 части. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Я взяла форму диаметром 23 см. Лишнюю муку высыпаем. В подготовленную форму выкладываем тесто и равномерно его распределяем. По кругу сверху на тесто аккуратно выкладываем дольки груш. Пирог ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем примерно 45 минут. Осенний пирог с грушами получился очень ароматным, пышным и вкусным. Он очень легко готовится. Если нет груш, то их можно заменить яблоками. Тоже будет вкусно. Вторым приготовим очень популярный бразильский кукурузный пирог. Готовится он просто и получается очень вкусным и немного необычным. Съедаешь один кусочек, и рука сразу тянется за вторым. В кастрюлю насыпаем 320 грамм кукурузной муки и 200 грамм сахара. Все перемешиваем. Сюда же наливаем 400 мл молока и добавляем 100 мл растительного масла без запаха. Все перемешиваем до однородности и ставим на огонь. Нагреваем смесь на небольшом огне, постоянно перемешивая. Сначала удобно перемешивать ее венчиком, а затем ложкой. Нагреваем, пока смесь не загустеет и от ложки не появится четкий след. У меня температура смеси получилась чуть больше 60 градусов. Кастрюлю снимаем с огня и даем остыть пару минут. В еще горячую заварную основу разбиваем 3 яйца по одному. После каждого перемешиваем до однородности. В самом конце в эту массу насыпаем 1 столовую ложку разрыхлителя и опять хорошо перемешиваем миксером. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем кукурузной мукой. Лишнюю муку высыпаем. В подготовленную форму выливаем уже готовое тесто. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем примерно 45 минут. Готовность проверяем сухой деревянной палочкой. Если на нее прилипло тесто, то печем еще 10-15 минут. Только уменьшаем температуру до 160 градусов. Готовый остывший пирог вынимаем из формы. Сверху посыпаем сахарной пудрой и подаем на стол. Бразильский кукурузный пирог получился очень вкусным и в меру влажным. Такой пирог отлично подходит к чаю на каждый день. Нравится как взрослым, так и детям. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. Третьим приготовим пирог с яблоками. Ароматный и очень вкусный, как раз для домашнего чаепития в осенние дни. Сначала приготовим тесто. В миску разбиваем 3 яйца. Начинаем взбивать и постепенно насыпаем 150 грамм сахара. Взбиваем 2-3 минуты до однородной пены. Ко взбитой массе добавляем 250 мл несладкого йогурта. Все перемешиваем. Также можно использовать кефир или сметану. Наливаем 50 мл растительного масла без запаха. Сюда же в тесто добавляем цедру 1 лимона. Снимаем только желтую часть. Также для аромата вместо лимонной цедры можно добавить 10 грамм ванильного сахара. Все перемешиваем. Растительное масло можно заменить сливочным, его понадобится 70 грамм.
В отдельную миску насыпаем 300 грамм муки и 2 чайные ложки разрыхлителя с небольшой горочкой. Все перемешиваем ложкой. В приготовленное тесто просеиваем через сито муку с разрыхлителем в 2-3 подхода. Все перемешиваем. Берем 2 больших яблока и разрезаем их на четвертинки. У каждой четвертинки вырезаем серединку с семенами. Кожуру с яблок очищать не нужно. Подготовленные яблоки нарезаем не толстыми пластинками. Готовое тесто перекладываем в форму для выпечки, дно которой застелено пергаментной бумагой. Диаметр моей формы 21 см. Тесто равномерно распределяем по форме. Сверху в тесто вставляем пластинки яблок. Вставляем их по кругу до самого центра, имитируя цветок. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 50 минут. Готовый и уже остывший пирог достаем из формы и переставляем на блюдо. Пирог с яблоками получился нежным, очень ароматным и вкусным. Готовится несложно и получается необычным и очень красивым. Обязательно его приготовьте, порадуйте своих родных и близких такой вкусной выпечкой. Четвертым приготовим очень вкусный морковный пирог, но будьте уверены, что никто не догадается, из чего он приготовлен. Пряничная структура, неповторимый аромат и очень интересный состав. Все это в одном морковном пироге. Сначала для пирога подготовим изюм. 100 грамм изюма хорошо моем и заливаем кипятком. Изюм оставляем на 10 минут. Подготовим тесто. Для теста нам понадобится 250 грамм уже очищенной свежей морковки. Трем ее на мелкой терке. Подготовленную морковь кладем в миску. К ней насыпаем 150 грамм сахара. Все перемешиваем. Сюда же насыпаем 1 столовую ложку какао и 1 чайную ложку молотой корицы. Опять перемешиваем. Разбиваем 1 яйцо. Перемешиваем и наливаем 5 столовых ложек рафинированного растительного масла. Все хорошо перемешиваем. В эту смесь насыпаем примерно половину муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем ложкой до однородности. Затем высыпаем остальную муку. Всего понадобится примерно 2 стакана муки. Всыпать муку нужно понемногу и смотреть на консистенцию теста. Должно получиться густое тесто, но не настолько, чтобы в нем стояла ложка. Изюм уже готов. Сливаем с него воду и обсушиваем бумажными полотенцами. Подготовленный изюм насыпаем в тесто и перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Лишнюю муку высыпаем из формы. Готовое тесто перекладываем в подготовленную форму и аккуратно разравниваем. Форму с тестом ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 40 минут. Испеченный и уже остывший пирог накрываем большим блюдом и переворачиваем. Снимаем форму для выпечки. Накрываем еще одним блюдом и опять переворачиваем. Сверху пирог посыпаем сахарной пудрой. Морковный пирог получился очень вкусным и ароматным. Готовится он несложно и недолго. В такой пирог можно еще добавить орехи или любые другие сухофрукты. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. Пятым приготовим потрясающий пирог с творогом и яблоками. Он получается настолько вкусным, что на одном кусочке просто невозможно остановиться.
Сначала подготовим изюм. 100 грамм изюма моем и заливаем кипятком. Оставляем на 10 минут. Прошло 10 минут, воду сливаем, а изюм обсушиваем бумажными полотенцами. Одно яблоко разрезаем на четвертинки. Каждый кусочек очищаем от семян и кожуры. Подготовленное яблоко нарезаем небольшими кубиками. Замешиваем тесто. В миску разбиваем 3 яйца. Яйца начинаем взбивать и постепенно насыпаем 150 грамм сахара. Все взбиваем до однородной пены. Ко взбитым яйцам добавляем 100 грамм мягкого сливочного масла. Опять взбиваем. Сюда же в тесто насыпаем 150 грамм творога. Снова перемешиваем. В эту смесь насыпаем 200 грамм муки и сразу же на муку насыпаем 15 грамм разрыхлителя. Тесто перемешиваем до однородности. В тесто высыпаем нарезанное яблоко и подготовленный изюм. Все перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Диаметр моей формы 22 см. Лишнюю муку высыпаем. В подготовленную форму перекладываем тесто и равномерно его распределяем по дну. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 40-45 минут. Если пирог запекся сверху, а в середине еще сырой, то уменьшите температуру до 160 градусов и запекайте еще 10-15 минут. Готовый уже остывший пирог сверху посыпаем сахарной пудрой. Пирог получился очень вкусным и ароматным. Особую нежность пирогу придает творог, а яблоко делает его в меру влажным. Сладость пирогу и особый вкус придает изюм. Обязательно приготовьте такой пирог, это очень вкусно.